Всем привет, ребята! Сегодня у нас очередной влог правильного питания. И вам, кстати, не удивительно, что я сижу сейчас с длинным рукавом? У нас такой дубак настал здесь. Где-то неделю назад пошел ночью дождь, и после этого реально стало очень прохладно. Для нас прохладно это около 8 градусов тепла, но здесь эти градусы чувствуются немножко по-другому. Во-первых, из-за того, что здесь более влажный климат, и мы близко живем к океану, поэтому действительно бывает иногда очень прохладно, особенно утром или поздно вечером. В общем, не суть, пойду сейчас сделать завтрак, и потом у меня по плану тренировочка в тренажерном зале. В зале как бы у нас тут есть в кондо, я вам показывала небольшой зал, пойду потренируюсь, тем самым согреюсь. Что делать, потому что реально у меня даже теплой одежды очень мало, так что пойдем готовить завтрак, а потом уже будем тренироваться. Ну что ж, на завтрак у меня сегодня будет гранола, которую я сделала самостоятельно. Если вам интересно, я оставлю ссылочку под видео на рецепт. Очень она мне нравится, вот прям как в магазинах покупаешь. Такая же хрустящая. Ну и, конечно, этот рецепт еще можно подстраивать под себя, в зависимости, какие продукты. Наполнители для овсянки у вас есть. У меня тут орешки, клюква и тыквенные семечки, по-моему. Сюда же я добавлю парочку ложек йогурта и немного фруктов. Ну что, ребят, моя тренировка окончена. Сейчас моя тренировочная программа больше все-таки состоит из тренировок в домашних условиях, в зале. Я сейчас тренируюсь очень мало, тем более инвентаря, как бы у нас нет базовых тренажеров, нет штанги, нет рамы силовой, нет блинов, поэтому, конечно, скудненько. Именно веса мне недостаточно, чтобы полноценно тренироваться. В принципе, фигурой своей я сейчас довольна. У меня, конечно же, нет какой-то стиральной доски, пресса. Да, конечно, если так все оттянуть, где-то там проглядывается пресс, но все-таки это в первую очередь питание. Конечно же, у меня есть какие-то, допустим, проблемные зоны, но я сейчас не так сильно на этом заморочена и сконцентрирована. Сейчас я просто занимаюсь в свое удовольствие, я поддерживаю фигуру, я не разжираюсь ни в коем случае, у меня нет таких вот целей, и я просто этого не допущу. Так что вот такие вот дела. Кстати, напишите в комментариях, где вы сейчас тренируетесь, в домашних условиях или в тренажерном зале. Возможно, вы сочетаете вид таких тренировок. Ну, а я попью сейчас водички и пойду домой, буду заниматься английским языком. Я тут недавно подсчитала, мы в США уже больше года находимся, и, конечно, мой английский подрос, Димон, в принципе, тоже. Я помню еще, когда в Таиланде мы были, у меня просто был ступор и боязнь говорить на английском языке. Сейчас такого барьера в общении и страха уже нет, но все еще я чувствую, что мне недостаточно знаний английского языка. Я очень хорошо понимаю американцев, но вот сказать развернуто, с правильными окончаниями, с правильным временем, все еще есть такие сложности. Так что, если вы спрашивали, я все еще изучаю английский язык, в принципе, чем сейчас и хочу заняться. У меня есть час свободного времени, и я буду общаться с учителем. Кстати, это сервис Cambly, и я им пользуюсь уже примерно 3 или 4 месяца, вот как мы переехали сюда в Дейтону. Здесь находится просто множество учителей, которые в онлайн-режиме могут с вами пообщаться один на один, и которым вы можете задать свои вопросы. Я как раз, когда бегала в тренажерном зале, подготовила вопросы на свой телефон, которые я хочу сегодня обсудить с учителем. Кстати, для этих репетиторов английский язык является родным,
родным, то есть они могут быть с США, с Великобритании, с Канады, и они действительно знают язык и могут все вам объяснить. Итак, как это работает? Вы можете нажать кнопку «Практиковать английский», и на вас автоматически выйдет один из учителей, который сейчас находится в онлайне. Здесь можно их фильтровать по разным странам, можно посмотреть информацию о каком-то учителе, его видеопрезентацию, как человек общается, его произношение и так далее. Можно также посмотреть специализацию, его сертификаты, опыт преподавания, образование, интересы. Я так смотрю, что моей любимой учительницы Триши нет в онлайне, поэтому я нажму, наверное, «Практиковать английский» и посмотрим, кто нам попадется. My name is Tanya. Oh, Scotland! You have great accent! Okay, thank you. What about this word? Go bananas. What is that? It means go crazy. It means go crazy. For example, what do you think it means to ask someone out? It's like boy ask girl go out. It's like for dinner, for like Yes, romantic exactly. thing. Cheer up, number 8. I have no idea. Cheer up. No. Really? It's very common, just like calm down. But you know, when calm down is about becoming less angry, more relaxed, then cheer up is about becoming less sad, more happy. Don't be so sad. Cheer up. Never Smile. heard about this. Think positively. Be more optimistic. Кстати, после окончания нашего урока в истории у меня появилась запись нашего видео, и я могу ее посмотреть в любой момент. Мы болтали 35 минут, еще раз повторить, записать какие-то слова. Это, конечно, очень удобно. Ребят, я очень хочу, чтобы Cambly вам понравился так же, как и мне, так что я оставлю вам купон на 15 минут свободного общения на этом сервисе. Кстати, Питер для увеличения моего словарного запаса посоветовал мне читать больше книг на английском языке, и я уже читаю вторую книжку. Я просто обожаю эту историю, этот фильм. Не знаю точно, что было первым, книга или фильм. Если вы знаете, напишите мне. Это «Контакт». Как я люблю научную фантастику. Это, конечно, невероятно сложно читать. Мне иногда нужно просто отдохнуть после чтения пару страничек. И я просто выделяю слова, которые не знаю, запоминаю, пролистываю странички назад, повторяю это все и тем самым улучшаю свой словарный запас. Так, буду сейчас готовить себе обед и ужин, в принципе, одновременно. Здесь я сделала таких 3 милых шашлычка. Это у меня куриное филе, которое я замариновала пару дней назад. В маринаде у меня там ничего серьезного. Лимонный сок, соль, специи и немножко соевого соуса. Также сюда я добавила немного луковых колец и вот такой сладкий перчик. Посмотрите, какое милашество я здесь нашла. Вот такой милый маленький перчик. Конечно же, если вы такого не найдете, можно использовать обычный перец. И здесь по бокам я еще выложила морковочку. Здесь у меня 2 морковки небольшого размера. Я ее мелко порезала, сбрызнула оливковым маслом и добавила специи и немножко соли. Так что сейчас я это все отправляю в духовку на вот такой вот водяной бане, или как это, наверное, назвать. В общем, у меня тут пиалочка такая стоит, в которой вода. Это нужно для того, чтобы мясо было сочным, но сама корочка была такой хрустящей у мяса. И то же самое будет у меня с морковкой. Так что я отправляю это все дело в духовку. Минут, наверное, на 20-25. Это куриное филе, оно готовится быстро. Ну и покажу вам в итоге, что получилось. Кстати, как вы видите, я перестала в последнее время добавлять себе какой-либо гарнир к мясу, начиная с обеда. Так я обычно поступаю, когда хочу немножко скинуть вес, убираю какие-то каши, оставляю каши на завтрак, вот овсянка, допустим, у меня есть, а потихоньку в течение дня потом урезаю углеводы. Это такой самый простой и самый эффективный, как мне кажется, способ, если вы хотите немножечко похудеть, скинуть пару лишних килограмм. Так что просто делайте свои мясные блюда и добавляйте типа таких салатов, чего-нибудь с клетчаткой. На ужин, в принципе, то же самое может быть. Просто, допустим, вот сейчас я добавила соус в салат. На ужин можно его не добавлять, к примеру. Все очень просто. И я, в принципе, этим очень хорошо наедаюсь. Ребят, тут такие дела. Мы, в общем, приехали сейчас в Орландо. Да, кто бы мог подумать вообще. И мы сейчас приехали покупать машину. Да, кто бы тоже мог подумать. Смотрите, что мы тут увидели. Это вообще просто... Во-первых, эта машина. И там еще в гараже, если вам видно, машина прям как из «Назад из будущего». Вот с этими дверями, да? Как такими распашными. Ну все, мы дожили до Приуса. Это уже очень серьезно. В Стане мы сошли с ума и поменяли Мустанг на Toyota Prius.
разница не просто серьезная. А ест она как четверть Мустанга, короче, по бензину. Вот. Зачем мы ее купили, я не знаю. Но Просто, знаешь, у нас была всегда с тобой мечта, знаете, вот кабриолет, красный, все дела. Мы сделали это и поняли, что мы даже, сколько, раза 3-4 мы открыли эту крышу. То есть он стоял у нас как бы, да, классно, все, но он слишком много жрал. Вот мы ездили в Майами, там просто, ну, невероятное да, количество. друзья, в Майами дешевле доехать на автобусе, наверное, чем на своей машине. На самолете дешевле, серьезно, серьезно, по факту. Ну, а ты планируешь на $20 полный бак? Может, даже... Поехать на нем до Нью-Йорка. Мы ее купили сегодня, естественно, нужно ее помыть. Может быть, мы сегодня этим как раз и займемся. Ну так, пыль как бы немножко смахнуть, потому что она в принципе, в гараже хранилась все это время. Вот видно, тут гибрид как бы написано. Очень такой симпатичный цвет, вроде бы серый, а вроде бы нет, как бы непонятный такой. Ну такая простенькая, интересненькая машинка. Да, нужно помыть обязательно стекла. И внутри очень, конечно, комфортно смотрится. Сзади очень много места. Салон такой симпатичный. И тут у нас куча разных датчиков. Там есть камера заднего вида и все вот эти датчики со скоростью и так далее. Вот на передней вот этой панели все показывается. Конечно, после Мустанга, как бы такой сковородки, очень-очень-очень-очень простой. Это, конечно, уже немножко по-другому смотрится. Сейчас будем отправляться домой, потому что у нас уже блоха заждалась. У нас, кстати, клетки уже нет. Мы решили как-то ее от клетки немножко отучать. Она как бы уже, в принципе, понимает, что нельзя, что можно. И мы ее оставляем сейчас в нашей спальне. Просто дверь закрывает. Она там на покрывальце уютненько, небось, там уже похрапывает. Так что сейчас будем ехать уже домой. Для нас вообще это нормальная ситуация. Вчера ездить на одной машине, сегодня ее поменять на другую. Так что кто стоит на месте, тот не живет. Вот это наш девиз, как говорится. Ребят, мне тут пришла еще одна посылочка с iHerb, и они мне прислали вот такую гигантскую упаковку протеина. Если вы знаете, есть такой бренд Almax, я слышала о нем, и я посмотрела по отзывам, в принципе, хороший протеин. Я взяла с ванильным вкусом. Это не самый, как бы, лучший был по рекомендациям, по звездочкам, но я что-то как-то, у меня есть протеин шоколадный, слишком много шоколада, не знаю, слипнется в одном месте, наверное. Я решила взять именно с ванилью, и я слышала много хорошего про этот протеин. По цене своей он очень доступный, поэтому я его хочу опробовать, протестировать его в разных каких-то вариантах, в плане, как он размешивается с водой или с молоком, есть ли какое-то послевкусие, в общем, по вкусу, как он ведет себя при выпечке. Так что я дам вам знать об этом протеине. И также мне прислали вот такой вот шейкер, очень милый, тоже с iHerb. Пригодится, кстати, там очень тоже много хороших отзывов у него было. Хочу сейчас сделать яблочный пирог, как бы так, не знаю, собрала все ингредиенты, которые мне пригодятся для этого всего, и хочу его сделать на протеине. В общем, протеиновый яблочный пирог, протеин, который мне пришел сегодня. Как раз его опробую в выпечке, как он будет себя вести. Но вообще, всегда, когда я покупала протеин обычный, такой сывороточный, мне никогда не было проблем именно использовать его в выпечке. Так что сейчас буду все это делать, готовить, и напишу вам рядышком рецепт, который у меня в итоге получился. Эмка, мы с тобой по традиции заканчиваем влог. Да, махай всей лапкой. Я еще перед сном где-то за час выпью порцию протеина, домонтирую ролики, потому что я обычно сейчас снимаю ролики очень-очень заранее, чтобы потом просто расслабиться как бы и выставлять. Мне как-то проще так, если честно, снимать. И да, ребят, спасибо большое за ваш просмотр, за ваши лайки, и встретимся в следующем видео. Всем удачи и пока-пока!